Всем привет, друзья! Начинаем наш репортаж с отличного дня. Мы идем на выставку ретро-автомобилей. Интересное шоу, рок-группы, выступления, там всякое. Я так ждал этого дня. И вот я только приехал на это место, на эту станцию, куда нам нужно было. Я смотрю на этот перекресток, и мне хочется уже там вот лежать и слюни пускать, прям вот на этом перекрестке. Климат куда, я так понимаю? Да, наверное, это он. Я за американцев, не совсем понимаю, но я думаю, после сегодняшнего мероприятия точно пойму. Короче, пристегивайтесь, наливайте чаек, погнали. Ну что, я покажу эту тачку или нет? Какая здесь? Это. Это зелененькая? Или вот это? А обе хороши. Но меня больше таращит от зеленых. Чем ближе подходим, тем сильнее таращить начинает. Такие машины, эти звуки V8 просто везде. И это просто парковка, это не участники. Ой, мать моя женщина, сегодня карвалол мне нужно будет пить, наверное, после этого мероприятия, или что там пьют, когда сердечко шалит. Девушка в ковбойской шляпе на вот этом Мерсе едет. Прикол. Тут семейные универсалы. Вон Е38 на развале, на фендерах. Ё-моё. Камаро. Очень красивая машина. Блин, вживую Камаро, кстати, не видел никогда. Вот она, 38-я. Просто радикально занижена. Это просто жесть какая-то. Ребята, сейчас достаем нормальную камеру. Не будем снимать на эту затычку. Я вам покажу реально все как есть. Пленка карбоновая. Не, мне не нравится. Фух, тут правда есть что посмотреть. Охуенно встали вообще, блядь. Выставка начинается вот отсюда. Охренеть. Очень много всего блестящего. Слушай, а тут интересно все американское. Dolby Музон, сейчас какой-то концерт будет. Надо будет за этим делом проследить. Ребята, меня интересует один экземпляр. Диана, пошли. Это Камаро. Вот Камаро в этом кузове я рассматривал к покупке в Финляндии. Слушай, могли бы ее отполировать, конечно. Вот она вживую. Я стою перед ней, я ее никогда не видел вживую. И, если честно, я еще больше захотел ее. Не конкретно эту машину, но такую же. Причем это Тарго, у нее скидывается крыша. А вот я смотрел именно вот без снятой, без снимающейся крыши. Вот, типа такой модели. Выглядит она хорошо, она выглядит охерительно. Диана, вот я такую хотел. Да. Ё-моё. Короче, я еще больше ее захотел. Сопли уже текут, это сопли счастья, наверное. Никогда на выставках не был. А вот этих ребят я смотрю в Инстаграме, я их уже видел. Это, короче, я так понимаю, детейлинг-студия. Это вот их уголок. Тут они продают какую-то продукцию для детейлинга и т.д. и т.п. Очень много всякого мерча. Я думаю, сегодня я прикуплю крутых футболок, потому что у меня нет крутых футболок. Вот такие вот дела. Nissan Cube. Матовый, розовый. Все четко. Это их типа фирменный стиль, фирменный цвет. Там еще у них трак какой-то, надо глянуть. В общем, давайте сейчас немножко сами пробежимся без камеры, посмотрим, что где, чтобы вам уже потом как-то более полноценную информацию доносить. У меня просто глаза разбегаются, это нереально. В общем, выставка достаточно большая, народу очень много. Еда, питье, все есть. Голодными. Короче, я только хотел сказать, что мы голодными не останемся, Диана уже голодная. Вот такой вот Кадиллак. Кто знает, для чего эти усы? Это чтобы очень красивые диски не захерачить об бордюр. Это такие информаторы о том, что что-то рядом. Бордюрчик там или еще что-то. Полочка. А вот это реально удивлен увидеть. Кастомный проект на шасси от Е28. Такая вот Волга. Блин, ништяк. Надо сзади показать, что это купе. Видно, весь кузов закастомлен.
В общем, ходим здесь, гуляем. Очень много экспонатов, которые можно посмотреть. Здесь этот вот замечательный Кадиллак, здоровенный, метров 6 длиной, наверное. Охренеть. Очень много всего интересного. Здесь вот просто такой вот стиль. И на самом деле хватает всего и классики, такой как, ну, классическая машина, и вот таких вот кастом-проектов. И к ним внимание здесь, я смотрю, гораздо больше, чем обычным классическим машинам. Полностью электрический, вот такой вот Mustang. Здесь полный привод, все электро, как я сказал уже. 1350 момента, охренеть. В общем, что тут еще? Адаптивная подвеска. 0-100 за 2,5 секунд. Ребята, это, конечно, не то поколение Z, которое я прям обожаю, но я впервые вижу свою мечту вживую. Я не мечтаю, хотя я ее никогда не видел, а сейчас вижу. Хотя бы даже вот второе поколение купить, это уже охренительно. Вот такая вот Z-очка стоит. На корбе, я так понимаю, там что-то 8-цилиндровая внутри под капотом. Изначально там должен был быть. В этом поколении сам не помню. Там, наверное, L28 впрысковый был. И может уже и вэшки пошли, я не помню. В этом ли поколении. Кузов похож на первое поколение там. И на самом деле, если она таких размеров, это даже круто. Она немножко меньше, чем я ожидал, короче. Она немножко поменьше. Она вот чем-то напоминает Черик, на самом деле, по пропорциям. Datsun. В общем, это такой вот лютый дрэгстер. Палится, что он прям какой-то такой закорчеванный, но это, ну, чистый корч. Вот там видно автомат бешеный какой-то стоит. Чисто боевая пушка. Охренеть. Конечно, на стоковый будет такое посмотреть. Интересно. Также стоят корветы. Корвет, покрашенный валиком, я вижу, вот синий вот этот. А вот этот прям нереально крутой. Базара нет вообще. Хожу, смотрю. Skifire даже как-то, наверное, покруче Камара выглядит. Хотя это, наверное, плюс-минус одно и то же, да? Но вот он за счет, может быть, вот этих вот фар спрятанных более круто выглядит. Это еще и Трансэм. Охрененный. Вот я к этим тачкам проник. Именно к квадратным, не вот таким вот, а вот именно к таким. Но на самом деле интересный стенд тоже подошли. То есть, что такие тачки вот больше, которые ближе ко мне. Машины даже, которыми я, ну, как, похожими занимался, короче. В общем, вот такая Volvo. Это что-то соточка, да? Это 162-я. Это значит, что у нее с завода родной мотор был, 6-цилиндровый. И вот эти Volvo имеют вот такую вот специфичную морду. На самом деле. Да, но здесь, конечно же, уже все не то, просто дудоня. Смотрите, какая она здоровая. Я так понимаю, это, наверное, что? Ну, этот 5-цилиндровый, не знаю, что за мотор сейчас. Не всматривался. Да, нормальную камеру жена отняла, фотка какая-то, а я пока вон наслаждаюсь. В общем, глаза разбегаются. Это, я думал, что я подойду к этому как-то хорошо, такой приду, все по кучкам, по полочкам разложу, расскажу. Да ни хрена тут не получается, так вы понимаете, когда тут вокруг такое. Нифига не получается структурировать всю эту выставку, потому что все, крыша едет, реально. Вот так, короче, пацаны покупают ведра на Торе за 600 евро, да, грубо говоря. А потом получается такое. Все очень турбо, все очень большое. ВАК-катушки, как обычно, на каркасе. Все серьезно. Вон они, катушечки. Вот это прям очень красиво. Смотрите, подставки из распредвалов. О, да, это тоже один из моих любимых кузовов. Это просто пушечка. Под капотом уже, наверное, шестнарь, да? Потому что секция ротора, вот она валяется старого. Да, это шутка. Вообще здесь все на роторе, все красивенько. Это уже про легенды. Это S1. Охренеть. Интересно, это как? Это реально, нереально? Я не понимаю. Реплика, не реплика, не знаю, неизвестно. S1 Evo Quattro. Реплика, да, вот написано, что это тачка из группы B. Это реплика. Не знаю, это фактическая, не фактическая информация. 2 бара надуто, 750 лошадей есть, а при 3 барах 1000. Ёб твою мать. Если это реально, то это шок. Но на самом деле видно, там что-то заряжено. Да, сувенирки тут, конечно, вообще на любой вкус. Кружки, куртки, все что такое, жилетки.
жена. А вот тут, ребятки, держите меня, это просто ржач. Под капотом рыба. Люди здесь ценят эти машины, они тоже стали дороже. Реально все подорожало. Любая тачка интересная стала дороже за последние 5 лет, наверное. Да, эта композиция меня, конечно, очень прикалывает. Транспортер, каравелл или что-то, мультивэн. Я не шарю за эти. Даже не отличаю их. В общем, очень красивенько так все. Прям Гавайи вообще какие-то. Здесь Passat. И он, кстати, продается, насколько я понял. Вот написано, продается. Passat. В очень хорошем состоянии. Очень живой. Я так понимаю, тоже на музейной регистрации. Скорее всего, да. Стоит рядом с Гольфом вторым. Весь такой жирненький, на каркасике. Очень красиво. При том, что это, наверное, мотор, именно который ставился в том поколении. Потому что крышка похожа на тот движок, который стоял в моем Гольфе. Что за мотор? КР, вот, да, точно, КР. Я уже все названия забыл. Да, это КР мотор, это жир тех лет. То есть он уже только надутый и на ништяках. Так, эти TSI катушки или TFSI, как они там, не знаю, красные катухи, просто повсеместно ставят во все проекты, и в BMW, и в Audi, и, ну, в Audi, понятно, и во все просто пихают их. А мотор реально древний, тот, который соответствует году. Круто. Это Манта. Манта, да, правильно? Да, Манта B. Тоже на самом деле очень нравится эта машина, тем более в таком исполнении, как вот это все, ну, не сток, это расширено. И так она выглядит еще интереснее. Манты в России встречаются, частенько вижу, продаются. Вот, ребята, вот такая у нас в городе была, один в один просто. Toyota Carina. Охренительная, я ее помню. Ее, короче, она что-то в гаражах там долго стояла, потом мы выгнали, чуваки, завели, катались по гаражам. Потом она исчезла. Мне ее даже потом предлагали, она была без документов, такая же самая абсолютно. Но я что-то не взялся. А так, да, я люблю такие Toyota, вообще нереально просто. После, тем более бабушки, да, это просто охренительно. Я, кстати, видел такую же Toyota, как у меня была, как эта бабушка, KE20. Там стояла на выставке прям такая намалеванная черного цвета. Я потом вам покажу, мы сейчас просто на улицу вышли ненадолго. Всего тут хватает просто. Вот. Там газель какая-то едет. Газель. Шучу. Чуваки орут. Смотрим, гуляем по парковочке. Капец, тут тоже тут не хуже выставка, чем внутри. И это совершенно бесплатно на эту территорию можно пройти. Бля, в таком-то состоянии тачки я просто в шоке. Ну, немножко рыжня есть, да и хрен с ним. Охрененно. Слушай, от них даже пахнет. От них пахнет тем же самым, чем и от моих старых машин. Старостью. Все, короче, ведра пахнут одинаково. Вне зависимости от том, ну, вне зависимости от того, откуда они. Вот это Дастер здорового человека, а не то, что там всякое. Thunderbird, красавчик. Мне нравится тоже эта машина. Такой он широкий, капец.
Народ, это просто какой-то нереальной длины машина. Тоже Кадиллак. Я не знаю, как вам показать, Диан. Вот встань здесь. Вот здесь. Нет, ты возьми камеру. Меня сними, просто палец убери снизу. Так. Вот. Вот так, сними, пожалуйста. Ближе, наверное, к 6 метров 5,5 стопудово. Корвет, конечно, прям впечатлил. У него даже есть цена на самом деле. Я отсюда вижу, что это 105 тысяч евро. Ё-моё, ну он просто в идеале. Реставрация, очень качественная, крутая реставрация. Что там по пробегу? 55. 85 тысяч миль. Такой вот замечательный корвет. Сзади вид просто какой-то бомбезный. Я так понимаю, здесь тачки уже конкретно продают. Вот такие вот дела, мы идем дальше. Говорю, глаза разбегаются, тут все разбросано. Тут Камара, там гелик. Вот в этом плане вообще непонятно все. Тут Ламбо стоит вообще, тут Феррари. И не понять, что где искать. В общем, немножко все как-то разбросано. Я не понял еще вот этой всей темы. Может быть, какой-то смысл в этом есть, и я его просто не прошарил. Ох, что я вижу, это 100, блин, не помню какой. Не буду врать. Еще и лимузин. Ё-моё. Пойдем посмотрим. Жирный, прижирный красавец. Сейчас почитаем про него. Да, это лимузин. 600 на V8, 6,3. А что это за кузов-то, я не шарю. 100 какой? 106? Не знаю. SL, маленький, компактный. Напомню, что у моего босса SL, но не такой, посвежее относительно. И они прям реально похожи чем-то. Здесь у нас малыши, Fiat 126, Ford Anglia. Вот, кстати, мы вот такого Форда, когда первый раз ездили в Финку, вот такого Форда видели в канаве разобранного. Сейчас эти кадры вставлены, кадры остались. Первая находка в гараже. Не в гараже, под открытым небом. Блин, я даже не знаю, что это. Я сначала подумал, что это какой-нибудь Трабант, там еще что-нибудь. Но это походу не он, потому что у Трабанта кузов стекловолокон или что-то такое. А это что-то, короче, какой-то другой аппарат. Это был именно Фордец. 100% я еще не всю выставку прошел. Тут еще вот вижу тачки, которые мне, которые даже не видел. Еще один корвет. Вот как бы, я не знаю, по какому принципу они отсортированы вот так вот, скучкованы. Потому что там корвет, все разбросано так нереально. А вот это уже ближе ко мне. Это 96-й Saab. Вот это кастом, блин. Он и так-то самолетный дизайн имеет, а тут вообще так закастомлен нереально. Вот он таким он был. И был очень даже неплох, я вам скажу. Года явно старее моего. Какой-то 75-й. Да, это 75-го. Потому что 76-го уже с другими бамперами идет. Как у меня. Вот стоковый такой же Saab абсолютно. И стоковый на самом деле мне больше нравится, чем все это. Это 74-й год. Тоже, видите, дорестовые узенькие фонари. Такие, как на моем Saab. Но при этом еще хром бампера. У меня уже идут такие более большие. Другой молдинг сбоку, другие зеркала. В общем, отличия есть. И вот эта вот супер штука, которую хрен найдешь, вот этот вот значок Saab на крыле, вот на закрылке. Вот, его почему-то тяжело очень найти. А вот такие бампера, на самом деле, на моем Saab смотрелись бы очень хорошо. Правда, я не знаю, где их взять. Хрен купишь. О, боже, я еще у того-то увидел, что сзади происходит. Ё-моё. Короче, как космос. Диана, посмотри, что с Saab сделали. Васаби? Он написано Васаби, да? Да, любовь к пикапам у меня, конечно, сохранилась. Потому что здесь пикапы имеют особо крутой вид. Здесь есть очень много любителей вот таких вот легких грузовиков.
вот тут мужики все серьезно, конечно. Плимут на огромном компрессоре, просто нереальных размеров. Я в шоке, блин. Это пулемет. Это пулемет. Это автомобиль, чтобы наказывать. Ну, либо сжигать покрышки, как видно в этом журнале. Блин, что ты за такое, милаш? Я вообще не знаю. Такой кейкар. Что это? Сузуки, ё-моё, не признал. Охренеть. Чисто единорожков катать, вот как оно и есть. А вот, ребятки, и бабушка, про которую я говорил. Corolla KE 20, ё-моё. На самом деле, скучаю по этому кузову. Будь у меня сейчас такая тачка, да, я бы ее, наверное, и не продал бы. Потому что сейчас она стала, во-первых, дороже, во-вторых, реже, в-третьих, дороже. Если она немножко закастомлена, тогда, типа, под гонку сделана, салонку-то нереально, там, тумблеры, всякие кранчики. Стопудово она заряженная, но обожаю этот кузов. Просто он нереально милый, добрый. Я такие еще воспоминания хорошие с ним ассоциирую, так вообще. А тут у нас что-то Escort. Какого поколения? Не знаю, первого поколения Escort. Тоже тачка с богатой историей. Вот это хорошо открашено. 73-й год, какой-то Volkswagen. Первый раз такое вижу, слишком квадратный, нереально просто. Швы. Чисто номинальная тачка такая. Все квадратное, простое, ничего нет. О, кстати, труба выхлопная, реально. Сантиметра 3 в диаметре. Да, и такие машины тоже были. Вот какой-то Фольц стоит. Что-то у него колеса, как у Татры. Тут, походу, суть такая же. Без нагрузки, они в положительном развале. Ну так-то красивенько. Смотри, посмотри. Свет, зеркало, и смотри, что внутри. Что там такого? Что тут такое? Диана, блин. Что тут такого? Смотри, какой рычаг, смотри, какой выворот. Диана говорит, что тут такого? Просто видишь, колесико как выкручивается. Это считается круто. Это считается круто. Да. Чем больше выворот, тем лучше. А сразу Лехе передаю привет. Такие же самые, вот они, дждемные болты используют. Алиэкспресс рулит. S14 слива, короче, с мордой от пятнашки. Тоже интересно. И даже тут написано, что она типа S14 с половиной. Это сейчас, ну, популярная тема вот так делать. Ну, выглядит реально хорошо. Ну, за исключением кривых зазоров, ну да ладно. Короче, я только сейчас заметил, что у него, походу, спарка сзади. Поближе. В натуре спарка. Но чтобы вы понимали, расширение, сюда тупо встать можно в это место. Это очень широко. А вот это, народ, самый настоящий слипер. Смотришь, вроде сток-тачка такая вся, вообще без тонера, без ничего. Подходишь, а под капотом все красиво. Вот она, даже небольшая турбиночка стоит. Кайф. Вот я люблю тачки, которые не выделяются вообще. И при этом внутри что-то у них под капотом есть. Аккуратно и красиво. В общем, ребят, как обычно бывает, когда вот выдашь много эмоций, да, каких-то вокруг, так вот посмотришь, что происходит. Порадуешься первые 2 часа, а потом вяло включаешь, такой типа скишь и ходишь. Вот это про меня, это сейчас вот я хожу, что-то уже, блядь, надоело. Короче, тачек очень много хороших. Очень много хороших, но плохо покрашенных. Но это ничего не меняет. Это не говорит о том, что выставка не удалась. Выставка охерительная. Мне понравилась очень сильно. Не знаю, получилось ли у меня передать вам эмоции этого мероприятия, но я, в принципе, понял, что к чему. Это я еще пытаюсь вникнуть, как финны любят отдыхать. Для меня это все новое. Опять же, мне как бы не с чем сравнить, потому что я на крупных мероприятиях в России не был тоже. Не побывал, не успел. Такие вот дела. Ну что получилось, то получилось. Спасибо, что смотрели, ребята. Всем всего хорошего. Пару красивых кадров в конце. И можно прощаться. Всем пока.
блин, что-то в меня, короче, тут какие-то пары какого-то ведра в глаза попали, у меня аж вот слезы потекли. Ужас. В общем, насмотрелся, еще больше вдохновился. Теперь надо бабки копить, потому что любое такое ведро стоит денег, а его обслуживание в Финляндии это еще больше. Благо, что-то могу делать своими руками, можно будет реально какую-то тачку позволить.